Всем привет, меня зовут Кожухова Юлия, я руководитель продуктовых исследований в Узум Маркете. Я психолог, кандидат психологических наук и очень люблю видеть, как знание о том, что нам с вами нравится, как работает наше восприятие, внимание, память, можно использовать для создания цифровых продуктов. Я занимаюсь исследованием, то есть помогаю команде принимать решения о пользователях и использовать эти знания. Всем привет, меня зовут Ширин. Я также являюсь исследователем в Узум Маркете и помогаю тоже в командам разрабатывать крутые продукты, делать классные решения для пользователей, чтобы вам и нам, как покупателям, было приятно и полезно делать покупки в Узум Маркете. Когда мы говорим про создание продуктов, то важно рассмотреть, какие есть роли. Есть продуктовый менеджер, который отвечает за координацию всех других ролей и за то, что финальный продукт увидит свет и пользователи смогут им воспользоваться. Есть дизайнеры, которые прорабатывают само решение и идею либо пользовательскую проблематику приносят уже непосредственно в интерфейс. Есть продуктовые аналитики, которые помогают смотреть на цифрах, как используется функционал, сколько людей им пользуются и так далее. И мы помогаем понимать про то же, что такое тренды для всех этих ролей. И здесь очень важно то, что насмотренность может развивать каждая роль для себя. Тогда стоит вопрос, а кто же такие исследователи и зачем они нужны в продукте? Исследователи в продукте – это та экспертиза, которая помогает слышать голос пользователя и видеть пользователя за любыми цифрами и метриками. И мы помогаем другим командам понимать, что есть пользовательские боли, видеть, как они проявляются в непосредственном взаимодействии с интерфейсом и видеть те изменения, которые происходят в опыте пользователя, когда они пользуются теми или иными цифровыми продуктами. Видеть, как использование каких-то средств и предметов в реальной жизни может также переноситься на требования в цифровой жизни. Если говорить простыми словами, мы много разговариваем с пользователями и помогаем продуктовым командам принимать решения, беря во внимание поведенческие особенности пользователей. И сегодня вообще изучение поведения людей постоянно меняется. И даже если сравнивать с тем, как люди действовали или использовали цифровые сервисы или продукты несколько лет назад, то уже мы видим, как это поведение изменилось сейчас. И на самом деле, если вы будете смотреть за вашим опытом, за тем, как вы пользуетесь цифровыми продуктами или сервисами, вы тоже увидите, как по-разному можно уже заметить, вы относитесь к использованию продуктов, скорости использования, или замечаете, что использование каких-то приложений стало быстрее и удобнее. Совместно с моей коллегой мы поделимся с вами инструментом, который поможет вам следить за трендами, анализировать поведение того, как люди действуют в цифровой среде в разных странах, с разным контекстом, с разными способами взаимодействия и использовать эту информацию для проектирования своих продуктов, для вдохновения или разработки новых сервисов и услуг. Что же мы вам сегодня расскажем? Мы расскажем, что такое тренд, мы расскажем, как превращать наблюдение из нашей повседневной жизни в понятное решение в цифровом продукте. И особенно, если вы строите свою карьеру или хотите развиваться в технологиях, вам важно понимать, что стоит за взаимодействием с технологиями, как пользователи могут чего-то бояться или чего-то не понимать, и как уметь это превращать в решение и упрощать взаимодействие с технологиями. И сегодняшний урок будет практический. Вы сможете взять для себя удобный шаблон, который сможете потом использовать в повседневной работе и также развивать свою насмотренность. Давайте сперва начнем важную мысль, зачем в целом говорить о трендах. Потому что, как мне кажется, и в принципе я это слышала даже у друзей и знакомых, что когда мы говорим про слово тренд, у людей сразу возникает что-то из мира ТикТока, инфлюенсеров, каких-то модных словечек, а-ля кор и все такое. Но на самом деле за трендом может скрываться что-то более важное, более глобальное, большое, как некий сдвиг, например, в поведении, либо в образе мышления пользователей и в целом какого-то населения людей. То есть мы можем замечать вот эти изменения в собственных ожиданиях от сервиса, когда то, что раньше считалось
чем-то вау, сейчас воспринимается как что-то нормальное. Например, оплата за коммунальные услуги онлайн. Мы даже можем пообщаться с нашими родителями и узнать, как они раньше оплачивали за все коммунальные услуги офлайн, то есть ходили в отдельные пункты, приходилось ждать, то есть было разное всего. А сейчас это очень быстро и легко происходит, и практически во всех приложениях, в банковских и в любых платежных, по типу как Узумбанк, например, можно сразу же это оплатить онлайн. И сейчас для нас это воспринимается как что-то нормальное, хотя несколько лет тому назад мы все этому удивлялись и не могли даже представить, что такое возможно. То есть тренд здесь – это скорее заметное изменение, которое повторяется и которое можно объяснить. Это даже может быть, знаете, какой-то жаргон, либо какое-то слово, которое мы сейчас уже используем и переняли для себя в нормативной культурной речи. Например, когда мы говорим слово «зачекиниться», либо «мид», то есть какие-то слова, которые раньше для нас считалось, либо мы не знали, что есть такие слова и можно их употреблять в обиходе, а сейчас же они, в принципе, как я и говорила, уже в обиходе, и никто этому не удивляется. И здесь есть важный момент, что у нас всегда есть выбор, как с этим обращаться. Можно просто представить, что, это тренд, прикольно, можно несколько раз мемы разные покидать своим друзьям, а можно просто здесь наблюдать за этим трендом и перенимать для себя что-то важное для своего продукта. Например, в Европе и за границей очень популярен сервис и приложение, которое называется Too Good To Go. Это сервис, через который там разные кафе, рестораны, пекарни, магазины продают нераспроданную еду дешевле, чтобы не выбрасывать ее. То есть тренд на вот этот вот sustainability, на то, чтобы не тратить зря продукты, или как у нас в узбекском говорят, исроф камастик учун, это все большой масштаб получило и из какого-то маленького локального тренда переросло во что-то большое. И здесь мы можем, в принципе, сказать о том, что круто, классно, что некоторые люди смогли заметить это, что есть такой тренд, и на этом, в принципе, как принести пользу обычным людям, так и заработать деньги. Здесь я хочу отметить, что вот именно вот так мы можем переупотреблять тренды и перенимать их в свою работу. Что такое тренд и как его отличить от информационного шума? Я повторю еще раз важную мысль о том, что важно не пытаться угадывать тренды. И, в принципе, мы сейчас научимся вместе с вами, как замечать эти повторяющиеся сигналы и проверять, есть ли, в принципе, практический смысл для наших задач. И для этого нам нужен некий фильтр того, как с этим работать и как замечать эти сигналы. У любого тренда наблюдается две крайности. Иногда мы видим что-то яркое, что-то такое пестрое, что-то такое громкое, как бы сказали в прошлом, хайповое. И здесь можно предположить, что это может быть какой-то разовый поток. А есть тренд, который вроде как не слишком громкий, но при этом в долгосрочной перспективе он будет влиять на умы и поведение пользователей намного больше, чем что-то вот такое а-ля хайповое. И здесь возникает вопрос, а как отличить первое от второго? И здесь мы можем предложить вам некоторый фильтр, как с этим можно работать. Первый вопрос в нашем фильтре – это повторяется в разных местах или это как один источник? То есть, чтобы отличить разовый хайп от долгоиграющего тренда, необходимо проверить, вот этот тренд повторяется в нескольких местах, в нескольких независимых источниках, тут важное уточнение, либо это, в принципе, один источник, который форсируется осознанно. Например, если вы увидите один пост, один ролик, либо одну новость, пока не стоит это воспринимать сразу как сигнал к действию, потому что это может быть единичным всплеском или, как мы говорим, хайпом. Но если вот этот хайп становится сигналом, когда вы видите похожее в нескольких независимых источниках. Например, вы увидели ролик про то, что девушка стала чаще делать короткие заметки, либо вести список задач, чтобы не держать все в голове. Окей, зафиксировали. Потом через какое-то время вы это замечаете в новостях, что словно какое-то приложение выстрелило, потому что предлагает людям после проведения встречи онлайн короткое summary того, что было на этой встрече, выжимку. Потом при встречах с друзьями кто-то начал говорить о том, что я тоже, если честно, начала фиксировать все свои дела в короткую заметку и у себе на главном экране это ставить как скриншот, потому что устала держать все в голове. Потом вы видите об этом какой-то пост про то, почему это полезно не держать все у себя в голове и то, что многозадачность на самом
самом деле это не совсем полезно для человеческого мозга, и лучше сфокусироваться на одном-двух важных приоритетных задачах. Ну, то есть мы это увидели из нескольких источников и для себя зафиксировали. Круто. То есть я это услышал и увидел в независимом ролике у авторки, я это увидела в новостях, я про это прочитал там статью научную, я это услышал у своих знакомых и друзей, плюс я увидел, что есть люди, которые уже начали предлагать для этого решение. И здесь мы можем для себя понять, что хорошо, это может выглядеть как долгоиграющий тренд. Первый этап у нас пройден, первый чек, и мы для себя поняли, что это может быть долгоиграющим трендом. Теперь идем ко второму вопросу. Второй вопрос – это связано с реальной потребностью или выгодой для человека. Что под этим подразумевается? То есть иногда что-то выглядит красиво, модно, привлекательно, эстетично, но за этим ничего не стоит. Это может быть просто некий визуальный стиль, это может быть тренд, это может быть какой-то кор, это может быть мем, либо какой-то временный формат, на который приятно смотреть и который приятно пока обсуждать. Но в долгоиграющем тренде чаще всего, который имеет смысл использовать в работе, обычно стоит некая потребность человека, потому что людям становится, может быть, выгоднее, может быть, проще, может быть, спокойнее, либо быстрее решать что-то через какой-то долгоиграющий тренд. Например, мне кажется, пример, который знаком многим, в последние годы стал очень сильно вируситься формат коротких видео. Можно сказать, что это просто был тренд. Например, когда в Инстаграме стали делать рилс, можно было просто сказать, что окей, это нашло применение в одном приложении. Но потом мы стали это замечать на Ютубе в виде шортсов. То есть вначале это пришло, естественно, не будем уходить в дебри и вспоминать лайки и все другие приложения. Вот если взять крупно, то это началось в ТикТоке. Потом это еще нашло применение в том, что люди стали из больших книг читать короткую выжимку. Я даже помню, что в лицейское время многие из моих однокурсников, они не смотрели и не читали полностью полную книгу, либо не смотрели про это видео, они читали короткую выжимку. И здесь тоже можно было бы понять, что то есть люди не хотят тратить много времени на какую-то задачу, которую они находят в данный период неприоритетной. То есть им нужно совершить и сделать эту задачу, но они не хотят на это тратить много сил и времени. И поэтому появился формат коротких встреч и выжимок. Например, можно было бы предположить, что это был тренд, все какие-то приложения смогли найти к этому применение, закрыли, идем ищем другой тренд. Но если взглянуть на это, то даже недавно Netflix анонсировал, что они хотят запустить и в целом начать снимать фильмы, которые можно было бы комбинировать с просмотром рилсов. То есть они заметили, что их аудитория, когда смотрят фильмы, они параллельно листают рилсы, либо решают какие-то дополнительные задачи. Мы не будем сейчас обсуждать, хорошо это или плохо, но люди из Netflix происследовали это, обнаружили и придумали некое решение, которое помогло некоторым людям проводить время более приятно. Потому что многие писали о том, что это круто, потому что мне не нужно сконцентрироваться на фильме, я просто хочу отвлечься после тяжелых рабочих будней, хочу несколько дел поделать одновременно, и поэтому мне ок и приятно, мне не хочется смотреть какой-то философский и арт-нуарный фильм, мне окей с этим решением. Поэтому формат здесь можно предположить коротких видео оказался не просто трендом, а способом потребления информации, который закрывает потребность человека на данный момент. И дальше это начинает влиять на продукты и сервис. Появляется короткое объяснение, карточки, выжимки, форматы обучения на 1-2 минуты. То есть у нас есть понятная потребность, а значит это можно рассматривать как трендовое изменение поведения. Если после первого фильтра и второго фильтра у вас тоже опять небольшой чек-ин, то мы идем дальше и фокусируемся на третьем вопросе. И третий вопрос, на который стоит фокусироваться, это понятно ли, почему это происходит именно сейчас. То есть тренды почти всегда связаны, как мы говорили, с изменением поведения и закрытием потребностей человека, но в том числе с изменением условий. То есть условия могут быть экономическими, технологическими, либо культурными, либо связанными с привычками. Нас, в принципе, не совсем интересует именно откуда это появилось и с какими изменениями это именно связано. Нас скорее волнует, что у этого есть некий корень. Пример тоже максимально бытовой. Почему-то в последние годы выросли доставки еды и маркетплейсы, то есть заказ онлайн. И можно здесь сказать, что людям просто понравилось заказывать онлайн, в этом нет ничего сверхъестественного. Это норма для нас, потому что это технологический прорыв. Компании предлагают такую опцию, почему бы им не воспользоваться? Но на самом деле это немножечко поверхностное суждение. Почему? Если продумать причины, можно предположить, что у людей
меньше времени. Многие работают в плотном графике, им неудобно, например, заранее планировать какие-то вещи и выделять на поход в магазины отдельное время. Доставка стала быстрее, технологическая причина, может быть, дешевле. Появилось больше пунктов выдачи, то есть которые находятся на первом этаже вашего подъезда, как, например, это с Узумаркетом. Улучшилась оплата в приложениях, стало проще вернуть товар. И, в принципе, выбор онлайн стал шире, потому что некоторые даже бренды большие, они предлагают эксклюзивную онлайн-коллекцию, которую ты не найдешь в офлайне. И это тоже можно предположить, что вот именно поэтому такой вот культурно-технологический и экономический сдвиг повлиял на поведение людей. И точно так же можно рассуждать, в принципе, про любые сигналы, но здесь мы будем сейчас фокусироваться на четвертом вопросе, а именно в том, насколько это связано с нашей аудиторией. Теперь поговорим про то, где искать тренды и как собирать сигналы. В целом сейчас нам нужно разобраться, где эти сигналы смотреть, брать и как собирать их так, чтобы это не превращалось в бесконечное залипание соцсетей, когда мы просто листаем рилсы и пытаемся найти аха-момент, либо же как некое вдохновение, чтобы понять, что вот это долгоиграющий тренд, давай-ка им воспользуемся. Для этого поделюсь системой наблюдений, которая может собирать, в принципе, тренды регулярно. И сделаем это давайте в виде слоев. Например, первый слой — поведение людей и их потребности. Опять возвращаемся в эту тему, но чуть с другого ракурса. Это самый важный слой, потому что тренды в диджитале в итоге всегда завязаны под людей. То есть про то, что они делают, что считают нормой, что их бесит, в чем они находят отдушину, где они экономят время, за что готовы платить, а наоборот, за что они, в принципе, не имеют, даже не ищут способы, либо же ищут способы, чтобы избежать этой оплаты. То есть где это можно искать и наблюдать? Например, разговоры в семейных чатах. Кажется, у многих из нас есть там группы «Семья», где можно просто посмотреть, какие вещи их волнуют в последнее время. Либо же в чатах с подругами. У меня есть, например, мой любимый чат, где активно происходит какое-то всегда обсуждение. И я всегда нахожу там что-то новое, интересное про то, о чем мыслят, в принципе, девушки 20-something girls. И для меня это тоже там важный момент в моей работе. Когда люди обсуждают, какие у них комментарии, либо же в комментариях под постами, мне тоже очень сильно нравится залипать. Когда я вижу какой-то большой вирусный ролик, я всегда иду в комментарии, потому что в комментариях практически всегда самый сок, и люди делятся чем-то, чем они бы, наверное, не поделились в личном общении. Это тоже важно наблюдать и уметь подмечать. Плюс можно смотреть на отзывах на маркетплейсах. То есть, если вы хотите продумать какой-то сервис, завязанный под маркетплейс, либо под какой-то продукт, у которого уже есть аналог здесь и сейчас, можно обязательно туда зайти, нужно, точнее, обязательно туда зайти и ознакомиться с отзывами и комментариями. На что вообще люди жалуются, а что им нравится, а что их бесит, чем они недовольны. Потому что чаще всего в отзывах пишут негативное, то есть то, чем люди недовольны, но это для нас тоже огромный шаг для нашего продукта. Чего нам стоит избежать, а чего избежать не получится, просто потому что это завязано под стандарты вот этого некого продукта. Плюс обсуждение в телеграм-каналах, либо в сообществах, где тоже люди делятся своим опытом, либо же это могут быть вопросы в локальных группах разных. Если вы что-то хотите делать про путешествия, есть разные группы про путешествия в Телеграм и, я не знаю, в Фейсбуке, наверное, тоже наверняка есть, там все есть. То есть разные вещи и разные у нас есть каналы получения вот этой вот информации о поведении, о том, чем живет, что волнует современного человека. И в целом можно даже вот самое последнее здесь наблюдать о себе и про себя. То есть, что вы замечаете у себя? Какими сервисами вы стали чаще пользоваться? От чего решили отказаться? Либо что стало вас раздражать в последнее время? На какие аккаунты вы подписываетесь? Что вы перенимаете для себя? И это тоже важно уметь подмечать. Как один из примеров я хочу привести. Мне кажется, в Узбекистане многие до сих пор активно используют голосовые сообщения, хотя, например, в других странах это считается моветоном, но в Узбекистане у нас любят. Мне кажется, тоже пример знаком многим, когда ты пишешь в какой-то телеграм-аккаунт какого-то бренда, условно, а расскажите, сколько стоит сумочка, тебе могут с легкостью отправить в аудио сообщение, где 35 тысяч сумм. И можно было бы напечатать, но у нас любят, например, это делать через аудио. И здесь мы можем понять и проанализировать, а с чем это может быть связано? Может быть, с тем, что говорить голосовым удобнее, чем печатать, особенно на ходу, в транспорте. То есть у нас люди достаточно многозадачные, и они делают много дел одновременно, и поэтому, возможно, им удобнее. На рынке, в том числе, когда ты находишься, то есть бренд продает еще офлайн, ему неудобно постоянно печатать, либо нанимать отдельного менеджера, кто будет отвечать корректно. И здесь ему там удобнее просто проговорить голосовым. Либо же это может быть еще сигналом про формат коммуникации, потому что у нас есть диалекты, и в разных диалектах именно в написании это становится чуть менее понятным. Поэтому голосовым
вторым, это будет и удобнее, и понятнее для твоего оппонента. После этого примера хочу привести лайфхак. Если вы хотите тренировать этот слой, очень важно и полезно задавать себе один и тот же вопрос, что люди стали делать по-другому. То есть не что они любят говорить, не о чем они любят говорить, что они стали делать по-другому, что им нравится либо не нравится, а наблюдать за их поведением, потому что поведение намного важнее слов. Люди могут говорить, что очень сильно любят правильно питаться, заниматься спортом 3 раза в неделю, но при этом в поведении мы можем наблюдать иное. Поэтому важно уметь подмечать эти моменты. Поговорим про второй слой или же про рынок и продукты. Что мы под этим подразумеваем? Второй слой — это про то, что делают компании и сервисы, какие функции у них появляются, какие функции и в целом сервисы становятся популярными на этом рынке, что начинают массово копировать, либо какие форматы становятся стандартом. И здесь это тоже отличный источник сигналов, потому что компании очень быстро реагируют на изменения. И если несколько разных приложений начинают делать что-то одно, либо похожую функцию, это может означать, что рынок нащупал новую норму. Например, сейчас очень стала популярна оплата частями, либо же, как это называют, BNPL, Buy Now, Pay Later. И это тоже становится там популярным форматом. И даже когда ты покупаешь кофе, который стоит условно 26 тысяч суммов, тебе предлагают, хочешь ли ты оплатить это рассрочкой, либо оплатить картой. И это может быть ответом на экономический сдвиг в поведении людей. Потому что сейчас у нас настолько цены выросли, настолько там невыгодно покупать, например, какие-то вещи сразу же, просто потому что у людей не хватает экономических возможностей, что компании и разные сервисы начали массово предлагать подобную функцию, и она пользуется на самом деле большой популярностью. И очень важно, здесь важно, что мы не смотрим на конкурентов, чтобы копипаснуть там условно какую-то функцию либо фичу. Здесь важно, что мы смотрим, какую новую норму, какой новый стандарт нащупали эти конкуренты и почему. Потому что мы здесь объясняем вот это вот поведение и причинно-следственную связь пытаемся найти. Теперь поговорим про третий слой, а именно про культуру и эстетику. Третий слой — это скорее про культуру, визуальные паттерны некие и язык. То есть это может быть наши любимые мемы, это могут быть сериалы, это могут быть инфлюенсеры, это там формат контента, новые слова, выражения, которые люди начали массово использовать. И здесь важно, что этот слой чаще всего не первопричина. Он редко объясняет, почему люди стали делать, либо пользоваться, либо стали жить иначе. Он скорее ускоряет вот это распространение и помогает понять, как люди сами объясняют изменения друг другу. То есть культура — это как упаковка и усилитель. Пример, про который мы говорили ранее, что в какой-то момент люди начали массово обсуждать тему осознанных покупок, минимализма, капсульного гардероба и всего такого. В разных даже челленджей, вроде того, что не покупая новые вещи в течение месяца, то есть no buy challenges, вот примерно такие. И можно спорить, в принципе, откуда это пошло, но культурный слой помог этому распространиться намного быстрее, потому что через те же самые короткие видео люди стали этим делиться с другими людьми. И это начало проникать в разные слои общества. То есть было вначале очень сильно популярно в Америке, потом проникло в Европу, потом в СНГ сообщество, и очень быстро это стало распространяться. Если это раньше занимало несколько лет, сейчас это занимает буквально недели. То есть то, что было популярно на Западе, в течение недели может уже стать популярным и потом опять непопулярным у нас. Если вы делаете продукт либо контент, вам важно понимать, каким языком аудитория описывает то, что вы делаете. И именно здесь помогает именно культурный слой этот. И важно на это обращать внимание. Проговорили про эти слои, и давайте закроем эту главу тем, как фиксировать эти сигналы, чтобы потом из них собрать некий тренд. Здесь я предложу вам инструмент Тренд Радар от Google. Он абсолютно бесплатный, им может воспользоваться каждый желающий. Специально простая, чтобы вы могли вести ее хоть там даже в том же самом Google Sheets, либо хоть в Notion, либо в другом понятном и приятном для вас инструменте. В ней всего 4 колонки, которые нужно заполнить. Давайте сейчас проговорим. Первое — это какой сигнал я заметила. Вторая колонка отвечает, где я это увидела. Третья колонка, про каких людей и какую ситуацию это может быть. И четвертая колонка, почему это может происходить сейчас. Смысл в том, что вы быстро записываете наблюдение, даже если оно сырое. То есть здесь нам просто необходимо зафиксировать все в одном месте. И на этом этапе, потому что мы начинаем собирать просто информацию
информацию. Приведу еще один пример, чтобы стало понять, как это выглядит. Например, у нас есть первая колонка, какой сигнал я и заметила. В соцсетях набирает популярность формата коротких объяснений и выжимок, и люди стали чаще писать, что им удобно, когда можно понять суть за минуту. Вторая колонка, где я это увидела. TikTok, Reels, YouTube Shorts, комменты, обсуждения с друзьями. Третья колонка, про каких людей, в какую ситуацию это может быть. Люди, которые потребляют контент на ходу. Четвертая колонка, почему это может происходить сейчас. Ритм жизни, мобильное потребление, привычка к быстрому формату. Если вы хотите сделать себе такой радар, на это достаточно выделить 10-15 минут раз в неделю, либо записывать по 3-5 наблюдений. Уже через месяц у вас будет такая большая база, из которой вы можете отбирать, что можно применить в свою работу, либо в свой продукт. С этим мы закончили. Мы выберем сейчас один сигнал и научимся превращать его в четко сформированный тренд, чтобы его можно было обсуждать в команде и использовать как основу для гипотез. Поговорим про пятый блок, либо же как превратить тренд в идею и сформулировать гипотезу. Тренд здесь мы уже вроде как заметили и даже можем его в принципе описать, откуда он, для каких людей он, но здесь важно, что дальше в принципе нам не совсем понятно, можно ли его брать в работу. И это нормально, потому что тренд сам по себе не является решением. Тренд — это опять же просто наблюдение, что у людей меняются там поведение либо ожидания. А дальше нам нужно вот этот тренд превратить в рабочую мысль, которую можно проверить. И для этого нам понадобится гипотеза. Что такое гипотеза? Гипотеза — это как раз вот наше предложение в формате, что мы думаем, что если делать вот так, то поменяется вот это. Либо получим вот такой-то результат. И она нужна, чтобы не спорить, знаете, на уровне, мне это нравится, это не нравится, мне это так кажется, мне это так не кажется, а договориться, что именно мы хотим проверить. Для этого я могу предложить такую схему. Ответьте себе на вопрос, какое решение вы предлагаете. Это может быть, в принципе, маленькая штука, не новая большая функция, а небольшой шаг. То есть мы не сразу тестируем какой-то большой функционал, либо большой продукт, а тестируем маленькую небольшую фичу. Например, добавить подсказку, сделать сравнение, упростить выбор, показать пример, добавить объяснение, сделать чек-лист, дать готовый сценарий. То есть это должно быть что-то небольшое. Второе. Кому и в какой ситуации это поможет? Например, тем, кто выбирает между несколькими вариантами и боится ошибиться. Тем, кто впервые покупает и не понимает, что важно. Тем, кто готовится к собеседованию и теряется, с чего начать, либо волнуется. То есть мы должны выбрать для себя некую аудиторию. Кому это может помочь? Третий вопрос. Какой эффект вы ожидаете? Тоже нужно без осложнений. Под эффектом мы подразумеваем, что это может быть измеримое, что-то измеримое и наблюдаемое. То есть, например, люди быстрее принимают решения, меньше сомневаются, чаще доходят до покупки, чаще сохраняют, чаще возвращаются, меньше задают одни и те же вопросы. То есть, как пример мы можем привести. Мы думаем, что если мы дадим короткий план подготовки к собеседованию с примерами ответов, то людям, которые впервые идут на интервью и не знают, как готовиться, станет спокойнее и понятнее, и они чаще всего будут доходить до конца подготовки и чувствовать уверенность. То есть это может быть вот такая некая гипотеза. Сейчас возьмите, пожалуйста, свой тренд и попробуйте сказать одну гипотезу в подобном формате, что если произойдет вот это, мы изменим вот это, то у людей поменяется вот это, и мы добьемся такого результата. И дальше мы перейдем к следующему блоку, где я покажу, как быстро проверить эту гипотезу. Это можно сделать с помощью двух самых популярных и очевидных, наверное, инструментов. Это интервью и тест решения. Мы уже прошли большой путь, мы заметили сигнал, мы оформили это в тренд, превратили его в идею и даже смогли сформулировать гипотезу. Теперь нам необходимо это протестировать, потому что почти любая идея в голове кажется хорошей. Вроде как даже есть на это обоснование, даже есть причинно-следственная связь, и это может сразу принимать решение. Но это не совсем так, потому что то, что у нас в голове, иногда может не оказаться правдой в реальности, потому что у людей другие привычки, другие ограничения, другие слова и другие приоритеты. Поэтому нам важно проверить нашу идею. Здесь проверка — это не про недоверие к себе, либо недоверие к своему продукту. Скорее, это про то, чтобы на начальном этапе для себя определить, насколько вот эта идея имеет смысл на именно подобную реализацию. Потому что лучше же потратить 1-2 дня на проверку, нежели месяц на разработку большого продукта, большой фичи, а потом понять, что это никому не нужно. Мне кажется, у многих такое было, в том числе у меня, и я для себя выбрала лучше перепроверять, чем поспешить с выводами, разработать что-то, а потом очень сильно жалеть и огорчиться, потому что это никому не нужно. Сейчас я покажу вам 2 простых формата, которые можно делать без бюджета и без команды разработки. Это тест решений, короткое интервью. Они подходят, в принципе, для продукта, и для контента, и для некого личностного роста, личного проекта в этом плане. Давайте начнем с тест решений. Тест решений — это короткая проверка,
площадка, когда мы показываем человеку набросок будущего решения и смотрим, понимает ли он идею и как он будет в ней взаимодействоваться. То есть это может быть прототип, один экран, либо же скринспот, страница в Notion, что-то какой-то некий набросок текста. То есть короткий лендинг и, в принципе, даже короткое объяснение на несколько абзацев. И важно, что мы тут не только смотрим и учитываем мнение, нравится либо не нравится, а обращаем внимание на то, что человек действует в реальности. За его поведением мы наблюдаем. То есть не слова нам важны, не слишком сильно обращаем внимание на слова, а больше обращаем внимание на действия и поведение человека. Где он сразу понимает, что происходит, а где тормозит, сомневается, не видит нужное, пытается нажать не туда, либо задает вопросы, которые показывают, что логика ваша, она не считывается. Как подготовиться к тест-решению? Первое и самое важное — определите цель. Что именно вы хотите проверить? Не весь дизайн, а один короткий сценарий. Например, понимает ли человек, что ему предлагают? Может ли он сам разобраться, что делать дальше? Где начинает сомневаться? Обычно достаточно одной цели, максимум двух. Но постарайтесь сфокусироваться на чем-то одном. Так будет проще для интерпретации в том числе. Второе — определите аудиторию. Потому что новичок и опытный пользователь ведут себя совершенно по-разному, поэтому важно тестировать на тех, для кого вы делаете решение. Даже у меня на практике было, когда мы выбирали аудиторию, то есть мы вроде как обращались к аналитику, мы выбирали правильную аудиторию, а потом в течение теста мы понимали, что, например, из 10 один человек дает совершенно другой результат. И можно было бы просто закрыть глаза на это и сказать, такой человек попался, что делать? Зато 9 остальных же нормально решили проблему и идти дальше в разработку. Но когда я обратила внимание на то, кто этот человек, этот один из неудачных, оказалось, что это именно та аудитория, на которую мы хотели запускаться. Оказалось, что это наша целевая аудитория. А 9 остальных это были уже опытные пользователи, которым, в принципе, эта наша фича, она не нужна была. Поэтому здесь очень важно правильно определиться со своей аудиторией. Потом нужно подготовиться, что вы будете показывать. То есть это может быть один экран, прототип, либо страница с описанием. Главное, чтобы человек мог пройти этот сценарий. Потом, четвертое, это подготовьте задание без подсказок. Не нужно говорить, куда нажимать. Не нужно говорить, пожалуйста, нажмите, оформить и выберите доставку. Нет, скажите лучше, оформите заказ доставкой на дом. Не нужно давать задачи с подсказкой. Постарайтесь сделать эту задачу максимально нейтральной. И тогда вы можете увидеть, как человек, в принципе, сам действует без вашего вмешательства. Как проводить тест-решение? Ваше главное действие — это наблюдать, не обучать, не подсказывать, не вести к правильному решению, а наблюдать. Если человек, например, зависает, то заметить, где он именно зависает. Если человек задает вопросы, то заметить, где и какие вопросы он задает. То есть можно попросить проговаривать его вслух, что он делает, что он пытается делать и что он думал, например, что будет здесь под этой кнопкой. И вы просто будете фиксировать, где он остановился, что он увидел, что не понял правильно, какие вопросы, в принципе, у него возникли. По времени это может быть совсем недолго, достаточно даже 10-15 минут на одного человека, это более чем достаточно. По количеству, я думаю, что 5 человек для этого вашего решения достаточно из одной аудитории. То есть тут важно определить, то есть если вы таргетируетесь на несколько разных аудиторий, то важно из каждой аудитории минимум по 5 человек, чтобы увидеть проблемные зоны. Как интерпретировать, либо как понимать эти результаты? Нужно найти повторяющиеся проблемы. То есть какие проблемы встречались у нескольких участников, где пользователи одинаково действовали нестандартным способом, какие моменты вызывали замешательство, либо же раздражение. И здесь важно очень сильно разделить факты и интерпретацию. Факты — это то, что произошло. Интерпретация — это ваши догадки, почему это могло произойти. Это важно разделить для корректных результатов. Про короткое интервью. Это второй способ быстрой проверки, который очень хорошо дополняет тест решения. Если тест решения помогает понять, как человек реагирует на ваш набросок и что ему непонятно, то короткое интервью помогает понять его реальное поведение, хотя бы попытаться понять, как бы он действовал в реальной жизни. Как человек решает задачу, что ему мешает и что для него важно, и в каких, в принципе, условиях вообще возникает эта проблема. Главная цель короткого интервью не в том, чтобы услышать мнение о вашей идее, потому что когда вы спрашиваете человека, нравится вам, не нравится, вы пользовались этим, либо не пользовались, он чаще всего ответит «да». Особенно это часто встречается у нашего населения. Даже я расскажу небольшую байку, которую услышала во время одной встречи, конференции. Есть некий опросник, посоветовал бы человек ваш банк другому своему знакомому. Это называется NPS, и он чаще всего от 1 до 10. Но на этом моменте можете не фиксироваться, просто история. В одном банке установили новый банкомат, и когда проводили люди опросник, произошла драка между двумя клиентами, которые ожидали, потому что не могли разобраться, кто стоит первым в очереди. Там не совсем была правильная схема,
система нумерирования клиентов. Представьте ситуацию, там где-то в стороне проводят опрос, тут банкомат новый, пытаются снять деньги, двое клиентов ругаются, даже доходят до драки, потом прибегают охранники и вроде как это останавливают, потом сотрудники этого банка подходят к этим клиентам, кто только что подрался, и спрашивают: извините за это событие, конечно, но вот подскажите, пожалуйста, вы бы посоветовали другому человеку наш банк и наш банкомат от 1 до 10, сколько бы вы поставили нашему банку и посоветовали бы ему? Оба клиента отвечают 9-10. Ну, то есть здесь, в принципе, мы могли бы понять, что наша аудитория достаточно лояльная. Особенно женщины, они достаточно лояльны и готовы поставить, несмотря ни на какие недовольства, большую высокую оценку. Поэтому важно обращать внимание на реальное поведение и на то, как человек бы справлялся это в реальной жизни и как он решает эту задачу, которой вы интересуетесь. И здесь очень важно обратить внимание на реальный опыт. Что было в последний раз, что человек делал, где он застрял, как выкручивался. Потому что поведение дает больше правды, нежели общие рассуждения. Как должно быть правильно, либо что ему понравилось. Как это проверить? Вы выбираете одну из ситуаций, которую хотите понять. Например, выбор товара, подготовка к собеседованию, выбор курса, оформление доставки. И дальше задаете несколько вопросов, которые возвращают человека вот в этот конкретный эпизод. Примерную структуру накидали, вы можете с ним ознакомиться тоже в том числе, и вместе сейчас пройдемся. Первый вопрос. Расскажите про последний раз, когда у вас была такая ситуация. Например, если был выбор про товары, пусть человек вспомнит последнюю ситуацию покупки, где он сомневался. Если про собеседование, пусть помнит последнее интервью, либо подготовку к нему. То есть чем конкретнее этот пример, тем он будет полезнее для вас в том числе, чтобы заметить какие-то специфичные моменты. Второй вопрос – это что было самым неудобным либо сложным. Здесь вы ищете конкретное место, где стало тяжело. То есть, например, было непонятно, чем отличаются варианты, было сложно сделать ошибку, либо страшно, не хватало времени, не было доверия, было слишком много информации. То есть здесь мы попытаемся узнать, в чем заключалась именно эта сложность. Третий вопрос – что вы сделали в итоге, как вы это решили. Это тоже один из самых больших и важных вопросов, потому что он про действие. Человек может сказать, что ему важно качество, но в итоге он выбрал по отзывам, либо по скидке. Или он хотел подготовиться к интервью, но в итоге отложил, потому что не понимал, с чего начать. Вот это и есть материал для ваших решений. То есть понять, а как человек действует в реальной жизни, на что он опирается. Четвертый вопрос. Почему вы выбрали сделать именно так? Тут скрываются мотивы и ограничения. Деньги, время, страх, опыт доверия, лень, привычка, то есть советы других людей. То есть здесь мы узнаем про мотивы и что может повлиять на поведение человека. Это помогает понять, на что он опирается, когда делает выбор. Пятый вопрос. Что было бы для вас хорошим результатом в такой ситуации? То есть это помогает не додумывать за человека. Для кого-то хороший результат, например, чтобы было быстро, а для кого-то, чтобы было спокойно и без каких-то рисков. Для кого-то это чтобы было дешево, а для кого-то максимально надежно. То есть есть разные ситуации и разные тоже драйверы. И это часто меняет то, какое решение стоит делать для вас в том числе. Если вы хотите добавить шестой вопрос, то он тоже очень полезный, но можно и без него. Это в каких случаях вы бы попробовали решение вроде нашего. Он помогает, в принципе, понять контекст использования, и иногда идея хорошая, но для этого нужно людям только в редких случаях, и это тоже бывает нормально. Здесь нам важно дать контекст. А какое ваше решение? Что вы предлагаете? Попытаться объяснить вместе с недостатками и преимуществами, и после посмотреть и услышать, что бы он сделал в такой ситуации. Как не испортить интервью? 3 простых правила. Первое – это не задавайте вопросы в стиле «нравится» либо «не нравится». Чаще всего ответить «нравится», но нам это не важно. Мы смотрим на поведение в конкретных ситуациях. Второе – не спорьте и не убеждайте. Ни в коем случае. Это чаще всего, знаете, встречается даже у начинающих исследователей, когда они пытаются защитить свое решение и начинают вступать в некий диалог, даже на некий конфликт со своим пользователем, со своим клиентом, респондентом, как мы это называем. Поэтому не стоит это делать. Даже если человек что-то говорит странное, нам важно понять логику, но не убеждать и не поправлять. И здесь давайте я тоже приведу пример. Я заметила, что очень многие люди у нас в стране говорят про приложение не пойми, а пойми. И это тоже может быть для нас важным сигналом того, как, в принципе, люди считывают имена брендов. Третье. Слушайте словами человека. То есть, если он использует какие-то выражения, фиксируйте. Очень важно, потому что эти же формулировки будут идеально ложаться в тексты и интерфейсы. То есть, важно здесь обращать внимание на некие маленькие подсказки от самого человека. Сколько людей нужно для интервью? Чаще всего хватает 5 человек, чтобы достаточно набрать информации. Если у вас разная аудитория, опять же, как в тест-решениях, лучше не смешивать, а
сначала поговорить с одной группой, посмотреть, насколько проблемы повторяются, и после уже переключаться на другую аудиторию. В принципе, мне кажется, об этом подробно, об интервью, о том, как вы его проводите, рассказала моя коллега Мафтуна. Советую прислушаться к ней, чтобы у вас была более широкая картина. Давайте завершим, подведем итоги. Мне кажется, мы большие молодцы, потому что мы разобрали понятный маршрут работы с трендами, то есть мы смогли научиться отличить тренд информационного шума, осознали, где брать тренды, научились их фиксировать и потом превращать эти тренды в гипотезу, а потом их проверять через тест-решение, либо короткие интервью. И если хотите, чтобы это стало для вас привычкой на работе даже, не собирайте огромный список трендов, и лучше собрать один тренд в месяц, но довести его до маленькой проверки, нежели там по 15, по 20 штук, но потом и никто их не будет потом использовать. И начинайте с самого простого тест-решения и фиксируйте все в одном месте. Я вам даже больше скажу, если у вас получится это сделать, и вы будете получать от этого удовольствие и понимать, как это влияет на продукты и на решение ваше, то это можно даже превратить в профессию, потому что есть такая профессия, как тренд-вотчер. Это очень крутая профессия, и там много всего, конечно, помимо трендов и наблюдения за ними, но вот именно умение работать с трендами — основа вот этой профессии. Поэтому, если вам вдруг понравится в этом контексте работать, то вы будете, я надеюсь, я даже уверена, что вы станете крутым специалистом в этом деле, и таких специалистов в Узбекистане крайне мало, и их крайне высоко ценят. Поэтому задумайтесь, если что. Спасибо большое, что были с нами.